Десятки взрывов по всей стране. Приграничье станет полностью непригодным для жизни. Призыв срочно покинуть дома. Россияне массово радуются прилетам. Москва раскрыла впечатляющую статистику. Удар по союзнику. Кремль перешел черту. Громкий дипломатический скандал. Заполыхало по-настоящему. Ранены сотни американских военных, а Иран готовит захват целой страны. Срочное требование переговоров. Ближний Восток превращается в самую горячую точку на Земле. Об этих и других событиях к вечеру 21 июля. Вторник был насыщенным. И впереди еще немало важных тем. Разберем главное без лишних слов. Это «Нехта». С вами Дарья Петрова. Начинаем. Каждую ночь что-то горит. Это новые российские реалии. Сегодня не спали Белгород, Липецк, Анапа и временно оккупированный Крым. Ночь выдалась жаркой. В Ленинградской области по неведомой причине вспыхнуло производство полимеров. Горит индустриальный парк «Ладога». Площадь пожара составила почти 6 тысяч квадратных метров. Возможно, как учит Путин, у парка случился застой. Вот производству и захотелось движухи. После объявления сначала беспилотной, а потом и ракетной опасности полыхнула промзона между Липецкой ТЭЦ-2 и Новолипецким металлургическим комбинатом. Крупнейшим производителем стали в России, дающим 5-ю часть всего выпуска. Местные слышали взрывы. На Белгородчине дрон угодил в плотину водохранилища. Образовался прорыв длиной 35 метров. Хлынула вода. Уровень реки резко поднялся. Начало подтапливать Шебекино. Ночью ракетная атака. Утром часть районов без света и воды, а у берегов уже топит постройки. А к самому Белгороду уже подкрадывается бессрочная операция СБС – логистический локдаун. Российское приграничье, может, и справилось бы с бедами, но тут явился Соловьев и предложил переселить его жителей на Дальний Восток. Мы говорим 200 тысяч, 300 тысяч человек, которые проживают в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской, Курской, Брянской. Они де-факто живут на линии фронта. Что мешает забрать людей, дать им возможность переехать и нормально жить на новом месте? Дальневосточный гектар, Урал, Поволжье. Вот такая трогательная забота о соотечественниках, которые каждый день гибнут от последствий войны, развязанной Кремлем, которую сам Соловьев столь же искренне поддерживает. По России бьют, а россияне и рады. Иначе и не объяснишь. ВЦИОМ зафиксировал рекордный индекс счастья за последние месяцы. Он вырос до 59 пунктов. Рекорд. Интересно выходит. Только за первые 2 недели июля граждане РФ сняли наличными 513 миллиардов рублей. 5 раз больше, чем за тот же период прошлого года. Но люди выносят нажитое не чтобы тратить, а прячут деньги по домашним сейфам и распихивают по шкафам, чтобы государство ненароком не навредило их капиталам. Отдельная причина возросшего счастья – Wildberries. Украина начала кампанию ударов по логистическим хабам, и последствия будут куда серьезней, чем потеря товаров на $1 миллиард. Только на Wildberries завязано 45% всего онлайн-рынка России, а вместе с ближайшим конкурентом Озон почти 80%. К тому же уничтожение хабов больно ударит по российской военной логистике. Wildberries годами использовался для переправки на фронт дронов, запчастей, приборов ночного видения и военного снаряжения. Что касается упомянутой вами компании, действительно ситуация непростая в связи с теми убытками, которые понесла и сама компания, и представители малого и среднего бизнеса. Этим вопросом занимается правительство. Один из крупнейших Z-каналов «Два майора» вообще призвал россиян самостоятельно защищать свой бизнес от дроновых атак и готовиться к обстановке, как в нынешнем Крыму. К тому же авторы обвинили в атаках на НПЗ самих владельцев. Якобы они не смогли защитить свое имущество, несмотря на подарок от законодателей в виде разрешения на частное ПВО. Банки теряют ресурсную базу, экономика логистику, армия снабжение. Виноваты все, но индекс счастья растет, а значит, все хорошо. После вчерашней победной реляции гауляйтера Запорожской области Болицкого о полном контроле над трассой в Крым в Z-каналах настоящая истерика. Российские военблогеры этот доклад не только категорически опровергли, но и указали коллаборанту направление движения. Если Болицкий имеет в виду контроль над трассой со стороны украинских дронов «Камикадзе», то он недалек от истины. С нетерпением ждем, когда Болицкий во главе колонны бензовозов лично доставит топливо по всему сухопутному коридору в Крым. Тем временем украинские мониторинговые каналы делятся кадрами масштабного пожара после прилета в Мариуполе. Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко предположил, что были поражены бензовоз, станция техобслуживания и заправка. Назначенные Россией власти не комментировали произошедшее. Вот вам и полный контроль.
Россия нанесла новую серию ударов и с особым цинизмом. Взрывы гремели в Харькове, Одессе, Чернигове, Кривом Роге, в Запорожской и Полтавской областях. Под ударом снова и порты, и заправки. Суммы бомбили комбинированно. Сначала реактивный дрон ударил рядом с жилой девятиэтажкой. Пострадали 6, 4 из них дети. Следом прилетело по эпицентру, строительному гипермаркету, который к утру, по данным городских властей, оказался практически уничтожен. И вот самое хладнокровное. Как только на места ударов приезжали спасатели, враг бил повторно. Именно по ним. Над пожарищем продолжали кружить дроны, мешая тушить и спасать. Один служебный автомобиль поврежден, еще один уничтожен. Это то, что называют двойным ударом. Сперва бьют по цели, а потом по тем, кто примчался вытаскивать раненых. Расчет путинской армии – добить как можно больше людей. В самой Сумской области цель России прежняя – прощупывать границу и продавливать так называемую буферную зону. Правда, выходит скверно. 19 и 20 июля россияне пытались наступать на севере области, но по данным аналитиков Института изучения войны, так и не продвинулись. Украинцы держат позиции, что бы там ни рапортовала Москва. Сценарий настоящего кошмара. На Ближнем Востоке готовятся к наземной операции. И речь уже не о США. Всерьез говорят о том, что Иран может вторгнуться в Кувейт. Общей границы у них нет, но страны разделяет узкий коридор иракской земли, а сразу за ним многомиллионная столица Эмирата, город Эль-Кувейт. Цель Тегерана – торговаться уже не за какой-то Ормузский пролив, а за целую захваченную страну. Другое дело, что авантюра эта смертельно опасна. Ровно так когда-то влез в Кувейт Саддам Хусейн и закончил, как известно, крайне печально. А тем временем всплывает то, что Вашингтон предпочел бы не афишировать – реальные потери. По данным CBS, только с начала июля при иранских ударах по американским базам ранены около 100 военнослужащих США. Пентагон сразу заявил, что травмы пустяковые и вообще 96% от раненых уже вернулись в строй. Невозвратные потери все же были. Трамп заявил, что каждый раз, когда Иран убивает американского солдата, он заплатит за это многократно. При этом всем, по информации издания Axios, сразу несколько посредников – Катар, Египет и Пакистан – предложили США и Ирану 10-дневное перемирие. За это время стороны должны будут договориться о судоходстве по Ормузскому проливу. Вот только Ормуз может оказаться уже не главной бедой региона. Любопытный поворот в лагере самого Трампа. Известная мага-блогерка Лора Лумер внезапно приехала в Украину. Причем с явной подколкой в адрес коллег. «Я не в России, потому что я не пропагандистка», написала она под кадрами приезда, намекая на блогеров, что ранее катались на Петербургский экономический форум. Дорога заняла целую вечность из-за российских террористов, и после 30 часов в пути я с нетерпением жду возможности показать миллионам сторонников Трампа и американцев, насколько жестоко Россия. Еще недавно Лумер ретранслировала пророссийские тезисы, а теперь называет себя проукраинской. Не обошлось и без перепалки с Маргаритой Симоньян. Кремлевская пропагандистка ехидно заявила, что ждет репортаж Лумер из Киева и напомнила о ее журналистском прошлом в Арти. Лора же парировала фактом. Да, раньше и правда она писала колонки для редакции Симоньян, но с тех пор поняла, насколько разрушительна российская ложь. По ее словам, мага-сообщество стало жертвой кремлевской пропаганды, которая работает на ослабление Америки, тогда как Россия массово убивает украинцев, готовых помочь США налаживать производство дронов и ракет. Пока в Украине продолжаются протесты, их главная причина – действующий главком ВСУ решил ответить на все претензии разом и выкатил большую колонку в издании «Милитарный». Разбирают ее на цитаты, и далеко не всегда в позитивном ключе. Начал он с главного – с конфликта с Федоровым. Для меня было неожиданностью узнать, что у нас с господином министром был конфликт. Я воспринимал наши отношения как рабочие, со сложными вопросами, с разными позициями. Забавно получается, о конфликте знал президент. Знала пол-Украины, не знал только сам Сырский. Дальше главком защищается по всем фронтам сразу. Мол, он не управляет армией через мессенджеры, продвигает не лояльных, а результативных. И дроны любит. Это же при нем создали отдельный род беспилотных войск и поставили во главе Мадяра. А во всех бедах с деньгами намекает на министерство. Дескать, это все Федоров. Взял и дроны закупил. Но именно эти пассажи и вызвали больше всего колкостей. Когда Сырский заводит речь о реформе мобилизации, критики напоминают, это тот же главком, который мог бы своим подчиненным в ТЦК просто приказать не бить людей на улицах. А его рассуждения о контрактах встречают не менее едко. Мол, странно слышать про заботу о солдатских отпусках и демобилизации от человека, который сам по этой части палец о палец не ударил. Я не воюю с министерством, я воюю с Россией. Вот только с той стороны на фигуру Сырского, похоже, смотрят чуточку иначе. Выводы делайте сами. Вот то, что сейчас пошли мысли о том, что они хотят Сырского на кого-то заменить, хуже Сырского для Украины найти, наверное, сложно. Поэтому пусть остается. Поэтому пусть остается.
Пока в Москве злорадствуют над украинскими раздорами, ей самой прилетело с неожиданной стороны, от давнего партнера. Индия, один из главных покупателей российской нефти и в целом дружественная Москве страна, вызвала на ковер ее дипломата после того, как при ударе по судну под Одессой погибли 4 индийских моряков. Речь о трагедии 19 июля. Сухогруз Golden Leo под флагом Гвинеи-Бисау вышел из Одесского порта, и по нему, по данным ВМС Украины, выпустили 3 российские крылатые ракеты. Погибли 10 человек, в том числе 4 граждан Индии. Еще один в больнице, в критическом состоянии. Как бы лояльно Моди не относился к Путину, гибели своих граждан он не стерпел. Дели вызвал российского поверенного, заявил официальный протест и безоговорочно осудил удар, напомнив, что такие атаки подрывают всю международную морскую торговлю. И в этот раз реакция Кремля удивила. Ни капли раскаяния. Мы продолжаем наши контакты с индийскими партнерами, мы разъясняем нашу позицию. А главное, наши вооруженные силы наносят и будут продолжать наносить удары по тем судам, которые задействованы в перевозке амуниции, вооружений и так далее для целей киевского режима. Проще говоря, даже перед возмущенным партнером Москва не только не извинилась, но и прямо пообещала бить по судам и дальше. Вот вам и дружественная страна. А закончим на добром. В Шанхае в ледово-снежном парке Новоселы целая компания пингвинов породы Адели и Генту. 10 этих очаровашек въехали в собственный городок полярного сияния, где круглый год держат снег и морозное -6. Рай для пингвиньей души. Гостям теперь устраивают настоящие пингвиньи парады. Можно вблизи полюбоваться, как они смешно ковыляют по снегу. Чем не глоток зимней сказки посреди изнуряющей летней жары. На этом сегодня все. Спасибо, что выбираете нас. Подписывайтесь, если еще не подписаны. И до встречи уже утром.